Друзья, вы на канале UA News. За подписку, лайк и комментарии будем рады. Ну а мы начинаем. Россия могла сама атаковать Кремль, чтобы принести войну ближе к внутренней аудитории накануне 9 мая и обвинить в этом в Украину, передает Институт исследования войны. Аналитики отмечают, что система ПВО вокруг Москвы достаточно мощная, чтобы подобные атаки не могли быть осуществлены на Сенатский дворец. Поэтому выглядит очень странным то, что беспилотники смогли так легко сквозь нее проникнуть. Также подозрения вызывают съемка инцидента с очень удобных ракурсов, что свидетельствует о ее предварительной подготовке. Реакция Кремля и главных пропагандистских СМИ была очень быстрой, организованной и единственной в своем направлении. Это признак того, что атака не была для них неожиданностью. В то же время в Институте исследования войны отмечают, что Россия сейчас не в состоянии серьезно усилить свой военный потенциал из-за санкций и предыдущих высоких потерь в войне. Поэтому удар по Кремлю ситуацию никак не изменит. Лидеры Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции будут поддерживать Украину в дальнейшем на пути к будущему членству в НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров северных стран-членов НАТО после саммита в Хельсинки. Руководители стран также рассчитывают на обсуждение вопросов безопасности Украины и ее членства на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. США объявили о предоставлении нового пакета вооружения для Украины на $300 миллионов, сообщает пресс-служба Пентагона. В него вошли дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем «Химарс», 155-мм гаубицы, 155-мм артиллерийские снаряды, минометные снаряды, ракеты ТОВ, системы противотанкового оружия АТ-4 и «Карл Густав», авиационные ракеты «Худра-70», стрелковое оружие и боеприпасы к стрелковому оружию, боеприпасы для расчистки преград, грузовики и прицепы для перевозки тяжелого оборудования, испытательное и диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, запасные части и другое полевое оборудование. Тем временем нефтебазы в приграничных регионах РФ продолжают систематически гореть. В Краснодарском крае БПЛА атаковал Ильский НПЗ. Загорелся резервуар, площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. Об атаке беспилотников сообщают и губернатор Ростовской области Голубев. По его информации, целью атаки являлся Новошахтинский НПЗ. БПЛА врезался в конструкции межцеховой эстакады, после чего взорвался. На этой неделе в Киеве заработала израильская система оповещения, передает посол Украины в Израиле. Это система раннего предупреждения о ракетных ударах. Система идентифицирует ракеты и снаряды всех видов и проекты, куда они упадут, чтобы сузить радиус, где жители могут быть в опасности. Зеленский выступил в Международном криминальном суде в Гааге. Главные тезисы. За апрель россияне совершили 6139 военных преступлений. Погибли 207 гражданских, из них 17 детей. Еще более 400 граждан получили ранения. Мы все хотим здесь видеть другого Владимира в Гааге. Того, который заслуживает быть осужденным. Это произойдет, когда мы победим. И мы победим. Все агрессоры в истории не верили, что будут отвечать за свои преступления, но войну нужно осудить. Рассказал о людях, которые россияне содержат в пыточных, и о сбитии российскими террористами малазийского Боинга в 2014 году. Поблагодарил Нидерланды за помощь. Заявил, что мир можно достичь благодаря обеспечению верховенства права и правосудия. Также президент Украины сегодня обратился к парламенту Нидерландов, спикерам Палаты представителей и Сенату Генеральных Штатов. Помним лидерство Нидерландов в инициировании поставок Panzerhaubitze 2000. Благодарим вас за это смелое решение, за Patriot и другое оружие. Помним, что Нидерланды были первыми, кто сказал, что F-16 – это не табу. Наше лидерство действительно приносит результат. Тем временем Нидерланды ведут переговоры со странами Европы и другими партнерами касательно поставок самолетов F-16 для Украины. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на пресс-конференции. Мы работаем очень плотно с Бельгией, Данией, Великобританией и другими партнерами для того, чтобы привести это к завершению. Мы еще не приблизились к этому. Это очень чувствительная тема, сказал Рютте.